Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Да. Добрый день. Здрасте. Откройте дверь, пожалуйста. Так это не тариф, не бизнес-тариф, вы сами открывайте двери, садитесь. Это же не бизнес-тариф, а комфорт. Джамбула переулок, правильно? Да, но вы не видите, что ли, у меня рука сломана? Вам ну, так извините, сложно подойти дверь открыть, так нет, я ничего не понимаю. Вам надо было сказать, я потому вообще-то что в больницу еду. из машины не видно, машина высокая, Да я не видел, что у вас рука сломана. Вам нужно было сказать, я бы, конечно, помог бы вам, а так-то, чего, надо... Или написали бы в комментарии, у меня сломана рука, я пожалуйста. обязательно напишу вам все в комментарии. И оценку соответствующую поставлю. Начинается. Вы мужчина или где? Перед вами стоит женщина еще со сломанной рукой. Я еще раз вам говорю, Вы не можете видел, выйти. что она сломана, вы напишите. Бизнес-класс, не бизнес-класс, какая вообще разница? Я согласен, но если вы напишите или словами скажете, то проблем не будет, понимаете? Просто очень много людей хотят дополнительные услуги за бесплатно. Давайте пристегнетесь, вам помочь? Да. Давайте, я пристегну вас. Если бы вы сказали бы или в комментарии указали бы, я бы обязательно вам помог бы. Я не из таких, кто не помогает людям. Все, нормально все? Да, едем. Что у вас с рукой? Быстрее, пожалуйста. Сейчас доедем. Что с рукой? У меня перелом. А что случилось, если не секрет? Да мы с парнем катались на ватрушке. На ватрушке? Тут парк, знаете? Да, конечно. Ну вот. И что? С парнем-то все нормально? Нет, поэтому давайте поедем побыстрее. Побыстрее, это как получится, понимаете. У меня перелом руки всего, у него целый позвоночник сломался. Всего, нифига себе. Всего, как перелом руки, а у него целый позвоночник. Жестко на самом деле. А как так получилось-то? На одной ватрушке вдвоем сидели? Ну да, мы вдвоем сидели, и неудачный поворот был. Офигеть. Вот это и главное, он каскадер. Каскадер? Спортсмен. Реально? Да, и так столько занимается, такой вообще сильный, выносливый, ловкий, классный. И вот это же надо не на работе как бы упасть, а вот на какой-то дурацкой ватрушке. Вы знаете историю Шумахера? Шумахер, знаете, кто такой? Водитель известный. Известный гонщик. Да. А вы знаете, что с ним случилось? Я знаю, в коме было, что. Да. Расскажите. Он на лыжах упал. То есть он всю жизнь гонял по 300 км в час на Формуле-1. Ни хрена с ним не случилось, простите за выражение. Упал на лыжах, разбился в кому и повредил себе все вообще, всю жизнь себе. Представляете, на лыжах. Я вообще почему-то думала, что он в аварию попал. Все так думают. Нет, он на лыжах упал, да, разбился с горки, с трассы, с гоночной. Поэтому я вообще... мне не нравятся зимние виды спорта, вот эти, что склонов надо. Мне в них тоже не везет. Я один раз тоже попадал там и сказал себе, все, ни лыжи, ни сноуборд, ни ватрушки, ни санки, и все это, это очень опасная тема. Поэтому я вас реально понимаю. Вы уж меня еще раз извините, не надо мне писать там никаких отзывов. И не потому, что я их боюсь, а просто потому, что, я не такой, правда. Если бы вы сказали, или вы в следующий раз напишите в комментарии, что так и так, а у меня... сломана рука, так и напишите. Если не затруднит, откройте, пожалуйста, дверь. Все, точка. Я думаю, любой таксист вам это сделает. Это правда. Абсолютно любой. Не вздыхайте, все хорошо будет. Так и чего с парнем в итоге? Еду его проведывать. Смотреть, что там врачи скажут. Перелом серьезный, позвоночник. Восстанавливаться надо будет, да. С рукой-то ничего. Это ирония судьбы называется. Да, главное, упали, вроде бы ехали прям ровно, прямо, и
Я очень много сижу за рулем. И знаете, можно вот так ехать по льду, по снегу, да, вроде ехать ровно прямо, а в какой-то момент у тебя машина начинает ехать самостоятельно. И что бы ты ни делал, как бы ты ни крутил рулем, какие бы ты педали ни нажимал, она будет ехать так, как случай злой ей скажет. Понимаете? Ну да, некоторые вещи с нами просто случаются. Да, это на самом деле хорошо, когда случаются хорошие вещи, да, с нами. Выигрыш в лотерею, встреча своей. У вас же, у вас любовь там, я надеюсь, с молодым человеком? Я тоже так надеюсь. Не, ну вам-то лучше знать. Я-то просто не знаю, как у вас же там, видимо, не видимо, а вообще, хорошие отношения с парнем. Ну да, хорошие отношения, мы давно вместе, и так все романтично, все классно. У него, конечно, опасная профессия. Да. Ну и вот именно такого рода профессии опасные, да, вот как у Шумахера в том числе, они, насколько я понимаю, не заставляют, наоборот, мобилизоваться, да, зная опасность там многих вещей, а наоборот, мне кажется, что у людей какой-то такой в голове срабатывает шарик, что они типа профессионалы крутые, и что в каких-то обычных моментах, их там типа невозможно там как-то на них повлиять, да, я не думаю, что Шумахер там ехал и там, на лыжах это стрёмно, надо аккуратно ехать, на все щи гнал там те же 300 км в час. Так же и у вас парень, может быть, не оценил здраво ситуацию, и вообще вдвоем на ватрушках, еще из таких гор, как в этих самых, во всяких парках, это, конечно, люто. Здесь надо быть осторожным и аккуратным, прям вот очень сильно аккуратным и очень сильно осторожным. Потому что... Я люблю ватрушки, мне нравится прям на них кататься. Да? Я все равно буду кататься. Будем надеяться, что все будет у вас хорошо. И с парнем с вашим, и с вами. У вас-то не сложный перелом? Что у вас там? У меня лучевая кость повреждена. Сломана? Да, 2 дня только. Ё-моё. Поэтому непонятно пока, но я думаю, что все хорошо будет. Все будет отлично. Я вас уверяю. Вы, главное, не переживайте много. А если будет совсем не вмоготу, 50 грамм перед сном накапайте себе. Да, помогает. Сам знаю, бороться со стрессами и всем остальным. Тем более у вас, такая болезнь сейчас, при которой, в принципе, можно немножко злоупотребить. Не сильно алкоголь на ваш перелом повлияет, поэтому... Я почти не пью, я тренер по йоге, занимаюсь всякими духовными практиками. Серьезно? Расскажите поподробнее. Они с алкоголем не сочетаются. А расскажите поподробнее, что это за... Вы профессионально занимаетесь или тренируете? Я тренирую. Вы тренер. А как это, тренер по йоге или как-то наставник по йоге? Это что это вообще? Как называется? Тренер по йоге. Тренер по йоге. И у вас есть ученики? Да. Ничего себе. А вы... Мы так и познакомились с парнем. Серьезно? Он пришел к вам учиться? Да. Йоге? Прикольно. Я на самом деле хожу на медитации. Я очень много знаю про вещи, которые расслабляют, да, потому что у меня был один период, когда меня мучили и панические атаки, депрессии и так далее. И я очень, погружался в тематику как раз расслабления и мышечного, и умственного, и духовного. Круто. Да. Но до йоги я так еще ни разу и не дошел. Убедите меня все-таки дойти до йоги. Скажите что-нибудь такое, что меня прям приведет на йогу. Рука почти не болит. Я не пью обезболивающие, и я упала 2 дня назад, и вчера я уже вела йогу. Ничего себе. Да, и это помогает контролировать себя, любое свое состояние. А почему йога для вас? Что дает вам йога? Для меня это соединение духовного и физического. Прикольно. Регенерация. Тоже неплохо. Но лучше не падать. Лучше не падать. А на йоге можно как-то повредиться? У меня вопрос. При желании можно все. Нет. Посоветуете мне йогу или нет? Вы скажите. Я всем рекомендую йогу. Всем рекомендуете йогу. Что со мной произойдет? Практики. Что со мной произойдет, если я все-таки начну заниматься йогой? Просветление. Просветление. Я стану спокойней. Спокойствие. Да? Я стану спокойней. Ген агрессии подавится. Я стану стройнее, красивее, желаннее, богаче. Вау. Не, у него. Я спрашиваю, я не говорю, не утверждаю. Я вас спрашиваю, стану или нет? Конечно. Да? Прекрасно. А вы в Индии были?
В Индии мечтаю поехать, пока нет. Вот мы как раз с молодым человеком, что самое интересное, Так. планировали сейчас поездку. Вот буквально серьезно? через 2 дня вылетать, да. Ничего себе, как вам не повезло. Ну да, теперь придется отменить. Все будет хорошо, не переживайте. Все прям будет классно. Так, мы подъезжаем. Да, почти приехали. Да, Кажется, вы это... здесь поворот. Да, вы не переживайте, главное, я вас это самое выпущу сейчас. Ну, то есть вы сам открою вам дверь, ладно? Все нормально. Да, спасибо Хорошо? большое. Вы уж простите, что я на вас наехала. Ну, так. Просто рука. все бывает, но на будущее я сказал, да, просто пишите и все, и проблем не будет. Сейчас я поездку заберу. Так, давайте, как удобно, давайте сумочку подержу, не знаю, давайте, возьму, давайте руку, аккуратно, вот, все, держите. Да, всего хорошего вам, удачи, выздоравливайте. Да, ребята, вот так вот и бывает. Думаешь, что все можешь, а иногда бывает, что не все можешь. Берегите, короче, себя, друзья мои. Ну, во-первых, те, у кого, так, по пунктам, те, кто не могут по каким-то физическим причинам открывать себе двери или делать что-нибудь другое. Друзья мои, ну, напишите комментарий. Не можете написать комментарий, подойдите к автомобилю, скажите словами. Ну, если вы обратитесь за помощью, ну, не стыдно здесь обратиться за помощью, вам всегда помогут. Я думаю, что любой человек меня в этом плане поддержит, особенно таксисты. Что касается... Блин, ну это жестко на самом деле. Вот я вообще эти все лыжные, горнолыжные виды спорта не перевариваю на самом деле, потому что, ну, не перевариваю. Вот лучше с парашютом, мне кажется, прыгать безопаснее, чем на лыжах кататься еще, а тем более на ватрушках, еще с каких-то лютых горок. Я вот прям как-то... Был у меня эпизод, катался я за границей на лыжах и на сноуборде. Все сразу понял, все прочухал и сказал, ну его... Напишите, кто любитель вот этой... Я и зиму не перевариваю, она мне не нравится. Напишите, кто вот любитель вот этих всех горнолыжных историй. И главное, напишите, у кого были вот такого рода последствия со всякими отломами, переломами, заломами. Жесть. Вот. Но, опять же, верю, знаете, во что? Что любовь и йога, творят чудеса. И рука у нее срастется, и у парня ее будет все замечательно. И поедут они вдвоем в отпуск. Наверное, в Индию. К месту, где эта йога родилась. В общем, искренне желаю им выздоровления скорейшего и, соответственно, любви, свадьбы и много деток. Маленьких йогистов. Магистров йода. Я поехал работать дальше, спасать мир, как говорится, помогать людям с ограниченными возможностями. Точка. Только лучший таксопарк, только такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Ведь с тобой не буду я другим. Помни, вместе мы устоим. Ведь с тобою я не один. Быть с тобой до самых середин. Ведь с тобой я непобедим. Ведь с тобой